Все мы знаем об истории советского многоразового корабля «Буран». Истории трагичной, чем-то похожей на историю страны, создавшей его. Но гораздо меньше мы знаем о том, кто был предтечей «Бурана». О том, кто принял на себя самые тяжелые и порой трагичные испытания в сложнейший период покорения человеком космического пространства. Именно об этом хотелось бы сегодня вам рассказать. В первой половине 1960-х годов группа советских ученых и специалистов 30-го Центрального научно-исследовательского института ВВС разработала концепцию создания принципиально новой воздушно-космической системы, которая максимально сочетала в себе возможности самолета и орбитального летательного аппарата. Данный проект был ответом на программу создания в США космического перехватчика, разведчика и бомбардировщика Х-20. В 1965-м ОКБ Микояна начинает разработку проекта этой системы, получившей название «Спираль». Главным конструктором, а в дальнейшем руководителем проекта становится легендарный Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский. Воздушно-орбитальная система «Спираль» создавалась как система военно-космического назначения, состоящая из орбитального самолета, который выводился в космос с помощью гиперзвукового самолета-носителя, а затем ракетной ступенью на орбиту. С 1969 по 1974 год проводятся испытания сбрасываемых макетов. По проекту 52-тонный корабль-разгонщик должен был достигнуть 6-кратной скорости звука, после чего с его спины на высоте около 30 километров должен стартовать 10-тонный 8-метровый пилотируемый орбитальный самолет. Самолет-разгонщик был первым технологически революционным детальным проектом гиперзвукового летательного аппарата с воздушно-реактивными двигателями. Следует отметить, что в качестве одного из вариантов сверхзвукового разгонщика рассматривался легендарный ударно-разведывательный самолет от ОКБ Сухого Т-4 «Сотка». Однако в дальнейшем по ряду причин он не был реализован. Орбитальный самолет при спуске с орбиты самобалансировался на разных участках траектории. Фюзеляж был выполнен по схеме несущего корпуса с сильно затупленной оперенной треугольной формой в плане, из-за чего, как у нас водится, получил прозвище «лапоть». Теплозащита была выполнена с применением плакированных пластин, с покрытием методом горячей прокатки поверхности материала слоем нобиевого сплава. Температура поверхности носовой части фюзеляжа на разных стадиях спуска с орбиты могла достигать 1600 градусов. Особого внимания заслуживает двигательная система аппарата. Она состояла из жидкостного ракетного двигателя орбитального маневрирования, 2 аварийных тормозных жидкостных двигателей на сжатом гелии, блока ориентации, состоящего из 6 двигателей грубой ориентации и 10 двигателей точной ориентации, а также турбореактивного двигателя для полетов на дозвуковых скоростях и посадки, работающего на керосине. Согласно расчетным данным, боевую задачу космический истребитель должен был выполнить во время 2 первых витков вокруг Земли. На 3-м витке орбитальный самолет заходил на посадку. Аппарат был достаточно маневренным, а взлетать и приземляться мог как в дневное, так и в ночное время в любых метеоусловиях. Для спасения пилота в случае аварии орбитального самолета предусматривалась отделяемая кабина в виде капсулы с собственными пороховыми двигателями для отстрела от самолета на всех этапах его движения от старта до посадки. Помимо транспортного варианта с небольшим грузовым отсеком, были разработаны основные военные варианты орбитальных самолетов для перехвата и поражения космических целей, для поражения наземных и крупных надводных целей по системе наведения со спутника боеприпасами с ядерной боевой частью, фото- и радиоразведчики. В ходе программы были созданы подпроекты самолета-аналога МиГ-105-11, суборбитальных аналогов, беспилотных орбитальных ракетопланов Бор-1, Бор-2, Бор-3 и космических аналогов, экспериментальных пилотируемых орбитальных самолетов ЭПОС, Бор-4 и Бор-5.
С 1976 по 1978 год было проведено 7 испытательных полетов на дозвуковом аналоге орбитального самолета МиГ-105-11, в том числе со стартом из-под фюзеляжа тяжелого бомбардировщика Ту-95. Запускавшиеся ракетой К-65МРБ уже в рамках программы «Буран» космические аппараты серии Бор-4 представляли собой беспилотные экспериментальные аппараты, адаптированные для целей создания орбитального комплекса «Буран». Существует мнение, что СССР благодаря военно-промышленному шпионажу овладел технологией теплозащитных плит, впоследствии примененных на «Буране». И действительно, данные факты не отрицает российская сторона. В тот период шпионаж такого рода был обыденной рутинной работой спецслужб обеих стран. Но в рамках нашего повествования очень хочется отметить, что существуют реальные документы от 1966 года, отражающие факт успешной разработки жаростойких теплозащитных материалов типа пена-керамика в рамках проекта «Спираль». Напомню, это было за 15 лет до начала полетов по американской программе Space Shuttle, а также за 16 лет до первого испытания на аппарате Бор-4 советских кварцевых плиток, аналогичных теплозащите «Бурана», и за 22 года до полета «Бурана». Технические решения, полученные специалистами ОКБ завода имени Климова в ходе разработок бортовых жидкостных ракетных двигателей, также были использованы в дальнейшем при создании «Бурана». Также стоит отметить, что на базе Бор-4 разрабатывались маневрирующие боевые блоки космического базирования, основной задачей которых была бомбардировка территории США из космоса с минимальным подлетным временем до целей – 5-7 минут. Программа «Спираль», в частности корабли Бор-5 и МиГ-105-11, дала начало некоторым американским разработкам, в том числе программе HL-20, на основе которой в дальнейшем были созданы космические корабли Dream Chaser и Boeing X-37B. При разработке проекта «Спираль» была сформирована группа космонавтов, в которую входил, а в дальнейшем после реорганизации и возглавил ее, Герман Титов. Собственные работы над «Спиралью» были окончательно прекращены после начала разработки более масштабного и перспективного проекта «Энергия Буран». Основные специалисты, ранее работавшие по проекту «Спираль», были переведены из ОКБ Микояна и ОКБ «Радуга» в НПО «Молния». Благодаря созданному научно-техническому заделу выполнение проекта «Спираль» трансформировалось в различные научно-исследовательские работы и связанные с ними конструкторские разработки. А проект «Энергия Буран» стал не просто перспективным. Он ознаменовал собой верх научно-технической мысли и достижений ученых и конструкторов того времени, а также открывал совершенно новые, доселе невиданные горизонты в освоении космоса. Ну, хочешь рассмешить Господа? Расскажи ему о своих планах на завтра. Что стало с проектом «Энергия Буран», вы знаете. До встречи.